На фоне нарастающего израильско-турецкого противостояния в западных СМИ вышла одна из самых жестких и резонансных публикаций последних месяцев. Ее автор – Майкл Рубин, бывший сотрудник Пентагона, аналитик неоконсервативного крыла и гражданин Израиля и США. В своей статье Рубин прямо заявляет: конфликт между Израилем и Турцией неизбежен, особенно в контексте ослабления Ирана и перераспределения сил на Ближнем Востоке. По его мнению, Анкара стремительно занимает нишу, которую ранее занимал Тегеран, а действия Турции все чаще носят откровенно агрессивный и системный характер. Давайте перейдем к статье. Уничтожить F-16. Израиль может нанести превентивный удар по Турции. В 1967 году Израиль разгромил Египет всего за 6 дней. Сможет ли Израиль повторить это с Турцией? Президент Египта Гамаль Абдель Насер не скрывал своего отношения к Израилю. «Нам нужна решающая битва, чтобы уничтожить этот зародыш Израиль», заявил он в июле 1959 года. В следующем году Каирское радио передало: «Мы готовимся к решающей битве, и в нужный момент мы нанесем удар мощно и быстро». В середине 1960-х годов, когда сирийский террор угрожал затмить Насера, египетский лидер усилил свою антиизраильскую риторику и театральные выступления. В марте 1965 года, за 2 года до взятия Израилем под контроль западного берега и Газы, Насер заявил: «Мы войдем в Палестину не с землей, покрытой песком, а с землей, пропитанной кровью. Наша цель – уничтожение государства Израиль. Непосредственная цель – совершенствование арабской военной мощи. Национальная цель – искоренение Израиля», объяснил Насер 8 месяцев спустя. Когда Насер позже закрыл Тиранский пролив и Суэцкий канал для израильского судоходства и мобилизовал свою армию, израильтяне поняли, что его угроза была не просто риторической. Историки и юристы спорят о значении понятия «неминуемая угроза», но само существование Израиля не должно быть академической проблемой или предметом анализа, что пошло не так после завершения операции. Враги Израиля всегда обладали стратегической глубиной. Египет примерно в 40 раз больше Израиля по площади. В самом узком месте ширина Израиля составляет менее 9 миль. Сегодня история повторяется. Поскольку президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган стремится отвлечь внимание от экономического краха и политической нестабильности внутри страны и заявить о своем лидерстве за рубежом, он повторяет стратегию Насера по усилению атак на Израиль. Подобно Насеру, он подкрепляет свою риторику наращиванием военной мощи. Сегодня Эрдоган открыто угрожает войной. Он угрожал вторжением в Израиль, подобно тому, как Турция действовала в Нагорном Карабахе. В конечном итоге азербайджанские силы при поддержке Турции провели этническую чистку всего армянского населения, обезглавив тех немногих, кто решил остаться в своих домах. В апреле 2026 года Турция начала мягкую блокаду, потребовав, чтобы суда, заходящие в ее порты, не имели никакого отношения к Израилю. 10 апреля 2026 года правительство Эрдогана предъявило обвинение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в перехвате флотилии, пытавшейся снабжать Хамас, потребовав более 4500 лет тюремного заключения. За кулисами Турция не только стремится усилить возможности Сирии по нападению на Израиль, но и, по мнению специалистов в области обороны и разведки из ряда стран региона, заменила Иран в качестве канала снабжения Хезболлы. Турецкие заводы по производству беспилотников выпускают оружие, способное сломить израильскую оборону. Потенциальная продажа Турции истребителей F-35 Joint Strike Fighter администрации Трампа может подорвать качественное превосходство Израиля. Между тем, высока вероятность того, что Турция последует примеру Ирана в создании ядерного оружия.
Дипломаты могут пытаться преуменьшить напряженность, но для тех, кто находится в регионе, реальность важнее, чем пустые мечты. Турция 2026 года – это Египет 1966 года. Диктаторы стремятся разжечь общественное негодование против еврейского государства. Идеологические причины, по которым не может быть компромисса, мотивировали Насера и подпитывают ненависть Эрдогана. Израильские лидеры не должны питать иллюзий, что Эрдоган не выполнит свою риторику. Бездействие США после недавнего развертывания истребителей F-16 Эрдогана на оккупированном Северном Кипре лишь укрепляет веру турецкого лидера в то, что ему все сойдет с рук. Белому дому не следует питать иллюзии относительно того, что может произойти дальше. 5 июня 1967 года Израиль начал операцию «Фокус», уничтожив египетские ВВС и более 300 египетских самолетов на земле. Суть экзистенциальных угроз заключается в том, что они требуют отчаянных мер. Проще говоря, если Израиль опасается, что турецкая авиация, военно-морской флот и военно-промышленные предприятия представляют угрозу существованию еврейского государства, то у Израиля не останется иного выбора, кроме как начать новую операцию «Фокус», чтобы предотвратить эту угрозу. Армия Насера в 1967 году была эквивалентна современной армии Эрдогана, большая, но переоцененная. Идеологические чистки Эрдогана также подорвали возможности Турции. Из-за паранойи, окружающей турецкое руководство, ВВС Израиля должны планировать свои операции на тот момент, когда Эрдоган покидает страну для одного из своих редких зарубежных визитов. Эрдоган опирается на второстепенных лидеров, таких как бывший глава разведки Хакан Фидан и его преемник Ибрагим Калын, но они являются скорее соперниками, чем союзниками. Удар по одному или обоим лишь усугубит вакуум власти. Израиль мог бы нанести удары по турецким F-16 и другим самолетам на базах на севере Кипра, в Инджирлике, Измире, Диярбакыре и еще в полудюжине городов. Израильским боевым самолетам, вероятно, пришлось бы нанести удары по главной базе ВМС Турции в Гёльджуке, а также по Аксазу, Фоче и Искендеруну в оккупированном Хатае. Чтобы затруднить ответные действия Турции и ее восстановление, Израиль также должен нанести удары по заводам Turkish Aerospace Industries, TUSAS, где Турция производит большую часть своего вооружения. Вероятно, потребуется также нанести удары по штаб-квартире, персоналу и заводам Байкар из-за их роли в производстве Байрактар ТБ-2 и Акинчи. Компания БМС «Савунма», базирующаяся в Анкаре, производит разведывательные беспилотники и также может стать потенциальной целью. Турецкие радары и зенитные системы, вероятно, будут уничтожены в первые минуты. Турция может считать себя в безопасности за щитом НАТО, но это не так. Статья 5 Североатлантического договора «Положение о коллективной обороне» полна лазеек. Что квалифицируется как вооруженное нападение, остается под вопросом, особенно если члены НАТО сочтут угрозы Эрдогана провокационными. Поскольку НАТО действует на основе консенсуса, любой член Альянса теоретически может заблокировать активацию статьи 5, в некотором смысле перевернув ситуацию для Турции, которая долгое время использовала угрозы для блокирования консенсуса НАТО в своих материальных и дипломатических интересах. Израилю, конечно, нужно будет подготовиться к ответу Турции. Ответ будет решительным. Но если война между Турцией и Израилем неизбежна, превентивные меры станут все более необходимыми, чтобы Иерусалим мог определить время атаки и занять позицию с максимальной выгодой. Учитывая, что в отличие от Египта Турция не граничит с Израилем и что международное сообщество будет стремиться к спокойствию, Израиль также может повторить традиционную стратегию арабских государств – атаковать, а затем добиваться прекращения огня. В таком случае ВМС США могут быть развернуты в Восточном Средиземноморье для обеспечения стабильности.
Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости Южного Кавказа и Ближнего Востока.